Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у нас второй урок по коробке. Обрабатываем с вами крышку и чуть позже сделаю обзор коробки и всех игрушек. И, конечно, оставлю все ссылки, покажу, сколько игрушек вмещает коробка. Сегодня мы с вами обрабатываем крышку, и размер крышки у меня 25,3 на 34,8. Одна ширина и длина коробки. И также я вырезала внутреннюю часть коробки. Вот она, извините, отсвечивает чуть-чуть. Одну картонку, чтобы она полностью ложилась во внутреннюю часть коробки. И под углом подрезала уголки. Размеры у меня 24,5 на 34,5. Вы, конечно, берете свои размеры. Буду показывать на полу, так как неудобно на столе. Я беру свою крышку и обрисовываю все края. Затем беру линейку и дорисовываю, чтобы мне было все ясно, понятно. Вот сама коробка, крышка, размер. И здесь я добавила, здесь нам надо прибавить две стороны. Это у нас будет внешняя сторона, внутренняя сторона и еще немного. Получается у меня высота 3 сантиметра. 3 сантиметра плюс 3 сантиметра, внешняя сторона, внутренняя сторона и плюс 2 сантиметра припуск. В итоге 8 сантиметров. Вот у меня сама коробка, крышка. И здесь у меня по бокам 8 сантиметров. И теперь все вырезаем. И сразу же я отрезала отрезок ткани по внутренней части, то, что мы будем вклеивать под крышку. Моя ткань вырезана. И, как я уже вчера показывала, вот эти продолжения линии мы с вами делаем на отсечке, чтобы нам видно было, что с чем совмещать. Захватываем уголок и совмещаем на отсечке. Линии у нас должны совпасть. И подкалываем. Я заколола линии, вот они у меня совпадают. И по опыту, что мы делали вчера, я знаю примерно, как этот бархат тянется. И буду прошивать на 5 миллиметров ниже. Возможно, мне потом под машинку надо будет еще взять. Но если вы будете шить уже несколько коробок, то вы уже это будете чувствовать. И прошиваем. Наметываем. И делаем закрепку. Нитки лучше взять контрастные. Вот что у нас должно получиться. Итак, обрабатываем все 4 угла. Я прошила все уголки. И теперь вот так лишнее подрежу. Подрезаю все 4 уголка. Теперь берем нашу крышку, и у нас примерка. Примеряем. Так, уголки должны совпасть. Вот я вижу, что мне надо убрать еще полмиллиметра. И у нас должна коробка обвернуться. Лицевая сторона, внутренняя, и вот здесь вот у меня еще остается. Очень хорошо, что у меня лишнее. Теперь я знаю, сколько мне прошивать, и пускаю под машинку. Я уберу еще 5 миллиметров. Когда прошиваем, не забываем делать в углах закрепки. Так, попробую вам показать. Так. Вот, и теперь прошиваем. Извините, отсвечивает свет, но по-другому никак. И также делаем закрепку вот здесь. Вот моя строчка. И теперь я лишнее подрезаю. И стараюсь наискосок уголок подрезать. Так подрезаю все 4 угла. Самое сложное позади. Теперь снова примеряем. Одеваем
на коробку. И вот я вижу, все уголки у меня просто становятся на место. Все идеально. Здесь очень важно не создать лишнюю толщину, поэтому по возможности все, что можно, подрезаем. Сейчас у меня пистолет нагреется, и мы с вами продолжим работу. Я подогнала свои уголки, но так как мне нужны защипы, они у меня на вот этой нижней нашей, где мы будем вклеивать в коробку, картонке. Поэтому сначала обработаю картонку, чтобы освободить защипы. Здесь работаем так же, как я вчера показывала. Мы обрабатывали с вами низ и стеночки. Подклеиваем с одной стороны. И уголки обрабатываем так же, как и вчера. Ничего нового. С одной стороны. Доходим до второй стороны. Сейчас я покажу, как делать уголок. И остальное вы уже сами. Если кто вчера не видел видео. Проклеиваем и уголок. Вот у нас уголок. Промазываем полностью уголок и подклеиваем. Все хорошо проклеивается. Берем ножницы и лишнее отрезаем. И так обрабатываем все уголки и стороны. Моя внутренняя картонка готова, и откладываю ее в сторону. Теперь берем защипы и натягиваем ткань на крышке. Крышка должна быть вся натянута. И со всех сторон все подтягиваем и хорошенечко натягиваем. И обрабатываем все стороны. Теперь мы убедились, что нам всего хватает, ткани, все у нас натянуто. И теперь каждый уголок будем подклеивать отдельно. Снимаем. При этом остальные защипы оставляем. И подклеиваем, работаем, как мы вчера с вами делали. Подклеиваем уголок, чтобы никуда ничего не сместилось. Даем закрепиться. Уголок у нас закрепился, и теперь подклеиваем саму ткань. Напоминаю, ткань, уголки должны быть в разутюжку. И даем закрепиться. Теперь проклеиваем уголок изнутри. Все должно быть в разутюжку. Это очень важно. Наносим клей и все укладываем. Именно прорабатываем уголок. И даем закрепиться. Теперь, когда уголок у нас закреплен, нам надо наносить клей вот сюда, на нижний шов, вот этот, и все подклеивать с одной стороны и с другой стороны. Наносим совсем по чуть-чуть клея, чтобы мы успели натянуть и все подклеить. Когда вы убедились, что угол подклеен, я имею в виду вот этот сгиб, тогда можно подклеить уже ткань. Расправляем и аккуратненько наносим клей и подклеиваем, расправляем ткань, чтобы все ровно лежало. Уголок можно подрезать. Так, возьму маленькие ножнички. И теперь тоже повторяем со второй стороны. Наносим вот на этот сгиб клей. Размазываем, натягиваем ткань и подклеиваем. Когда убедились, что подклеено все, тут надо еще чуть-чуть, чтобы удобнее было. Вот, побольше расстояние, чтобы подклеить уголок. Вот что у нас получается. Лишнее стараемся обрезать, подрезать. Сейчас я все подрежу и вернусь к вам, покажу. Лишний уголок я подрезала, и теперь аккуратно подклеиваю ткань на второй стороне.
еще кусочек здесь. Это я вам покажу один уголок, остальные все надо будет обработать также. Вот что получается. Не создаем лишнюю толщину. И так подклеиваем все края и углы. По возможности я все лишнее подрезала. И вот вы видите, у нас получается снаружи идеальная коробка. Все стороны и уголки просто идеальные. Теперь я примерила крышку коробки, и вот вы видите, как все идеально сидит. Теперь нам надо крышку украсить. И, конечно, чтобы все у нас сочеталось, я использую эти же кружева, что мы украшали балерину. И подрезаю все лишнее. Вот они идут широкие. Я аккуратно подрезаю, чтобы использовать их уже на другой игрушке. Поэтому лишнее мы все аккуратно вот так вот убираем. И подрезаем нужное количество кружев, нам подготавливаем. И здесь несколько вариантов украшения. Я пущу ленту посередине. Можно подклеить вот так, чтобы у нас были одинаковые ряды. Можно подклеить вот так вот. Это уже кому как нравится. Я отметила середину. И на середину подклею ленту. Здесь оставлю небольшой отрезок. Сейчас зацеплю. Много клея не наносим, чтобы просто зацепить, закрепить. И стараемся клей наносить на края ленты. И подклеиваем полностью. И края ленты подклеиваем внутрь коробки. Мне расположение вот таким зигзагом нравится больше, чем вот так. Поэтому я буду делать именно так. Располагаю ровно на ленте свои кружева и подкалываю. Не подклеиваю сразу, а именно подкалываю. Продолжаю работать. Края буду обжигать и подклеивать на лицевой стороне, не заклеивать их внутри, иначе это будет лишняя толщина, и коробка у вас может не закрыться. Поэтому все подгоняем под внешний край. И когда вы убедились, что все лежит именно так, как вам нравится, можно подклеивать. Я подклеиваю от середины. Вот эти цветочки у меня будут наверх. С одной стороны и с другой. Надо за этим следить. Клей наносим именно на узор. Можно подклеивать как горячим клеем, так и универсальным клеем. Стараюсь много не наносить, чтобы случайно не прошел клей через кружева. И все подклеиваю с одной стороны и с другой. И вот эти цветочки, края я не доклеила, и сейчас доклеиваю их. Они у меня наверху с одной стороны и с другой стороны. Все боковиночки подравниваем, хорошо обжигаем и все вплотную подклеиваем. Если, конечно, коробка, ширина позволяет вам вовнутрь загнуть их, обязательно это делайте. Но если нет, тогда выходим из положения именно так.
И все под край подравниваем. Также поступаем со вторым краем. Все подклеиваем, подрезаем и еще раз обжигаем. И все проверяем. И когда у нас основная работа сделана, мы подклеиваем внутреннюю часть коробки. Наносим клей и прижимаем. Это надо делать быстро, поэтому я все вам рассказала. Остальное, думаю, сами сделаете. И коробку я решила украсить лепниной и вот такой завитушкой. Я нанесла клей и даю рамочке закрепиться. И теперь я также подклею второй элемент декора и даю закрепиться. При желании можно украсить стразами. Я подклею в середину цветов. Я заранее подобрала размер и подклеиваю. И подкрашу в цвет лепнину, как мы делали с вами на игрушках. Здесь можно больше краски, меньше, это по желанию. И лепнину покрою лаком. У меня это акриловый лак. Продолжаю работу. На лепнину я еще подклею стразовую цепочку. С одной стороны и с другой стороны. Я закончила работу, и результат мне очень нравится. Надеюсь, мое видео было полезным, и вы узнали что-то новое. И если это так, не забывайте ставить пальчики вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. Пока-пока.